Я Константин Тумбинский, и это переборка заднего амортизатора Yamaha VR450F. Как снять амортизатор, смотрите в отдельном видео в статье на Stantex.ru. Перед разборкой его желательно хорошо очистить. На модели 12-15 годов амортизатор стоит Каяба, без вентиля на резервуаре. Это единственное отличие от других VR450. При ремонте потребуется масло вязкостью не более 5В. Для очистки металлических деталей мы используем аэрозольный очиститель Супротек. Для очистки резиновых прокладок – керосин. Для смазки подшипника Супротек Универсал М на литиевой основе. Мы установим втулку Mousse Racing с сальником и направляющим кольцом. Инструмент сжатия пружины удобно использовать для быстрого разбора механизма преднатяга. Ключ для раскрутки колец преднатяга. Драйвер для продавливания втулки и колпачок на шток для защиты сальников при установке. Также потребуется насос высокого давления с манометром и игла для оригинальной пробки без вентиля. При сборке я заменю эту пробку на пробку с вентилем от VR250F 2008 года, чтобы в будущем накачивать резервуар без иглы. По мануалу данный амортизатор необслуживаемый, но отремонтировать его можно. Сперва необходимо сжать пружину, чтобы легко и без повреждений раскрутить кольца преднатяга. Сорвать кольца можно также ударной отверткой, а раскрутить ключом. Теперь пружину можно снять. Разборку этого амортизатора лучше начинать с резервуара. Сперва спускается давление. Далее продавливается пробка, чтобы снять стопорное кольцо. Удобно сначала сместить один конец кольца, а потом поддеть его отверткой. Самый простой способ вынуть пробку – это немного накачать грушу, она сама выйдет под давлением. Разборка штока начинается со снятия пробки. Продавить внутреннюю втулку можно специальным драйвером или разрезанной полипропиленовой трубой. Стопорное кольцо снимается аналогично предыдущему, но сделать это намного сложнее, потому что оно глубоко утоплено. Теперь шток можно демонтировать. Как видите, внутри есть грязь. Чтобы открутить гайку и разобрать шток, необходимо сточить развальцованный торец. На данном амортизаторе торец можно сточить полностью, сохранив гайку. Но, например, на амортизаторах Showa требуется сточить торец конусом, потому что развальцовка удерживает внутренний механизм регулировки отбоя. Теперь гайку можно открутить. Чтобы не перепутать порядок шайб, их удобно насадить на отвертку. Если последний виток резьбы повредился при стачивании, его нужно поправить напильником.
Из корпуса амортизатора необходимо выкрутить клапан компрессии. Через это отверстие я буду заливать масло при прокачке. Теперь все необходимо хорошо очистить и высушить. Для очистки металлических деталей я использую относительно недорогой аэрозольный очиститель Супротек. Резинки и прокладки лучше чистить керосином. Пробка с вентилем от VR250 имеет такие же размеры, как оригинальная, так что ее можно установить без доработок. Все детали желательно проверить на механические повреждения. Если на штоке есть царапины, их желательно зашлифовать. Иначе амортизатор будет течь даже с новым сальником. Сборка штока осуществляется в обратном порядке. Чтобы не повредить сальник, на резьбу надевается спецколпачок, который можно заменить термоусадкой. Шток и сальники перед установкой необходимо смазать. Если нет возможности разобрать шток и заменить сальник, разберите амортизатор, очистите детали и замените масло. Без заметных повреждений трущихся поверхностей этого может быть достаточно, чтобы он перестал течь. Резьбу необходимо очистить обезжиривателем, чтобы надежно посадить гайку на фиксатор резьбы. Как правило, фиксатор сохнет не менее получаса, так что сразу продолжать сборку нельзя. Для страховки можно поставить пару точек керном. Мы рекомендуем собирать амортизатор на сухую. Это проще, надежнее и не перерасходует масло. При установке груши необходимо выкрутить ниппель, чтобы она не сдавливалась. До снятия амортизатора я прикинул расположение вентиля, который должен быть приблизительно напротив слова «нот», чтобы не задевать раму. На этой пробке есть выступ, за который ее легко можно упереть в стопорное кольцо без накачки. После установки груши вкручиваем ниппель.
Далее вставляется шток. При этом все трущиеся поверхности нужно смазать. При сборке на сухую вставить стопорное кольцо и упереть в него втулку очень легко. Внешняя пробка легко забивается молотком. Теперь амортизатор необходимо зафиксировать так, чтобы отверстие клапана компрессии оказалось в наивысшей точке. Далее амортизатор с полностью вытянутым штоком заполняется маслом под завязку. Чтобы выгнать весь воздух, необходимо плотно закрыть отверстие ладонью и прокачивать шток. После пары качков будут выходить пузырьки воздуха. При этом важно подливать масло, чтобы не осушить внутренние каналы. Процесс прокачки долгий, но простой и надежный. Если при прокачке неплотно закрыть отверстие, будет вот так. В процессе прокачки амортизатор необходимо выставить в вертикальное положение для сброса воздуха из купола резервуара. В данном случае хватило пары десятков подходов, чтобы внутри не осталось воздуха. После прокачки заливается под завязку масло и вкручивается клапан компрессии. При этом отверстие сброса воздуха должно быть вверху. Быстро нагнать начальное давление можно компрессором. Давление в резервуаре должно быть около 10 атмосфер. Накачивать лучше до 11, так как давление немного упадет при отключении насоса. Правильно закачивать азот, потому что он меньше расширяется, меньше нагревается и лучше удерживается. Но найти установку с азотом под высоким давлением сложно, поэтому мы закачиваем воздух. Практика показывает, что проблем с воздухом нет, но нужно периодически проверять давление и подкачивать резервуар. Стандартный преднатяг пружины на этом амортизаторе 18 мм от свободного состояния.
Регулировочные кольца нужно законтрить между собой. Стандартная настройка отбоя 18 кликов от полностью зажатого состояния. Стандартная настройка компрессии 8 кликов от полностью зажатого состояния. На снятом амортизаторе желательно обслужить подшипник. Об этом смотрите видео на нашем канале. После сборки мы рекомендуем накинуть амортизатор на мотоцикл и убедиться, что он правильно работает и в нем нет воздуха. Если есть воздух, его можно стравить, ослабив пробку компрессии. С вентилем проще контролировать давление и обслуживать амортизатор. Надеюсь, информация была полезна. Заказать переборку вилки или амортизатора можно на сайте stantecshop.ru.